Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Для кого вы стали идеалом? Такое довольно интригующее название. И сегодня давайте продолжать с вами знакомиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько вам лет, чтобы я видела, какая возрастная категория меня смотрит, сколько людей больше, сколько меньше, какого возраста. Пишите в комментариях, может быть, еще какую-то информацию вы хотите о себе написать, мне будет очень интересно. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Так, ну, в принципе, вот я смотрю, знаете, вот, ну, что значит, что меня смотрят вот мои подписчики, да, вот моя такая аудитория. Вот сразу видно, из расклада в расклад вот переходят многие ситуации, очень похожие ситуации переходят. Когда тяжело, когда больно, когда обидно, вот состояние такое своего рода ограничения. Может проигрываться, что вам хочется вообще умчать на край земли и забыть вот какие-то ваши события негативные, как кошмарный сон. У вас плюс такая, знаете, вот в скором времени, я думаю, у вас будет жизнь более насыщенная. Потому что сейчас вот я не вижу особой радости в вашей жизни. Несмотря на то, что вы такой, ну, я бы сказала, больше выживчик, чем пассивный. Вы, может быть, даже, знаете, вот настолько активный, что иногда хочется просто вот притормозить, да, вот вы постоянно куда-то мчите, вот хочется вас, знаете, взять и остановить. Вы можете делать несколько дел одновременно. Вы такой человек, который, знаете, фигара тут, фигара там называют. Очень такой вот непоседливый. Хотя душа болит, а сердце плачет. Я не могу сказать, что вам очень хорошо и комфортно на душе, да? Личная жизнь не ладится от слова совсем. Я не вижу, абсолютно не вижу серьезных отношений сейчас. Как я обычно говорю в своих видео, да, может быть, кто-то не слышал, одноразовые какие-то легкие несерьезные отношения я во внимание даже не беру. Поэтому и говорю, что вот серьезных отношений, семью я не вижу в данный момент. Так, что еще у вас проигрывается? Ну, то, что в принципе переходит, я не знаю, уже и смех, и грех, да? Просто вот из расклада в расклад, да, вот эта боль, вот это состояние одиночества, вот эта озлобленность какая-то. Плюс еще может проигрываться у некоторых из вас, что вы стоите перед каким-то выбором, да, вот уже был вот какой-то расклад, не помню, правда, тематика какая была, что вы должны были сделать либо сейчас, вот, либо же вот в ближайшее время, вот какой-то выбор. Это может быть выбор и по работе, выбор между, допустим, вам две женщины нравятся, вы хотите для себя определиться, с кем быть. Может быть выбор помириться с бывшей, либо нет. Ну, то есть какой-то довольно важный, это не пустячный выбор. Я делаю акцент, то, что вот вы стоите перед серьезным выбором. Это может касаться абсолютно любой сферы. Есть некая озлобленность, причем озлобленность на женщину, любящую деньги. Но я так подозреваю, что это женщина из прошлого. Дамочка, которая, ну, она спит и видит деньги, вот, да, вот как есть мультфильм про золотую антилопу, если кто помнит, да, вот чем больше ей денег, тем она будет себя лучше и увереннее чувствовать. Она тянется к людям, которые обеспечены. Точно так она тянется к мужчинам обеспеченным. Она водит дружбу с людьми, с которыми можно иметь какую-то выгоду. То есть вот богатство, какой-то комфорт, да, изыски, это ее конек. Вот она любительница этого, она очень падкая на деньги. Так, давайте-ка теперь посмотрим. Не хочу я про бывшую углубляться. Я думаю, даже и вам не очень-то интересно. Давайте-ка посмотрим теперь, какая же женщина пришла к нам на расклад, для которой вы стали идеалом. Да? Мне самой прямо интересно, что это за женщина. Итак, смотрим.
Это капец, это трэш просто. Я уже даже понимаю, кто это. Сейчас и вы поймете. И будете в шоке по колено. Смотрите. Это женщина, которая вас обманула. Обманывала не раз. Это женщина, которая причинила вам много боли, из-за которой вы стали себя чувствовать вот именно одиноким отшельником, даже, может быть, никому не нужным. То есть вот такое, знаете, кардинальная смена вашей жизни из-за этой женщины произошла. Из-за нее вы стали таким вот озлобленным, из-за нее вы приобрели очень большой жизненный опыт, причем это негативный опыт. Это женщина из прошлого, с которой вы были тесно связаны. Но я так подозреваю, что как раз эта бывшая ваша раскрасавица к нам и пожаловала на расклад. Дамочка, да, она очень четко любит деньги. Вот она очень жадная к деньгам. Понятно, что без денег никуда. Деньги, ну, как бы нужны всем людям, да, это средство существования в первую очередь. Но есть такие люди, у которых деньги стоят на первом месте, у которых деньги это приоритет, это превыше всего, которые без денег, без выгоды не ступят шаг. Вот такая дама к нам пожаловала, из которой, ну, я так подозреваю, что у вас были отношения, либо же семья. Очень колкая на язык, очень, знаете, ну, языкатая хочется ее назвать. Такая вот, она себя в обиду не даст. Может проигрываться она скандального характера. Может быть такая, знаете, вот вспыльчивая. Ну, птичка-мозгоклюйка, я обычно таких называю, да. Ну, мозг, просто мозг может выесть чайной ложечкой. Очень медленно, очень методично. Из той серии, что ей все не так, она может из мухи слона сделать, она может придраться всегда ко всем, если ей нужно затеять скандал. Вот она в скандале, она мастер. Вот просто расплюнуть ей, затеять скандал. Если у нее есть цель, да, допустим, вот поссориться. Я, кстати, ребят, я вам скажу, вот несмотря на то, что я женщина, но я периодически вот выдаю вам разные женские секреты, о которых, может быть, вы не знаете. Помимо того, что я психолог, но я все-таки еще женщина и выдаю некоторые секреты, о которых далеко не все мужчины знают. Вот один из них, смотрите, некоторые женщины, особенно в тех отношениях, которые уже идут к концу, которые идут на спад, да, у которых идет пропасть и отдаление между партнерами, могут, вот такие женщины периодически могут устраивать специально скандалы. Вот им нужно, допустим, поехать куда-то там потусить, погулять нужно, да, либо же там налево прыгнуть, сбегать к своему другу-приятелю, да, так сказать. Они специально с мужем вот устраивают скандалы. Они специально начинают придираться. Ну, то есть из любой мелочи они могут сделать скандал, если им нужно вот поссориться. Я думаю, вы это и на себе испытывали. Напишите, кстати, вот были у вас такие случаи, когда вы, допустим, чувствовали, что скандал затеян из ничего, специально. Вот были у вас в жизни такие моменты или нет? Потому что, ну, многие женщины-манипуляторши, особенно которым плевать на мужчин, вот на своего мужа, там, либо просто на мужчину, если встречается, просто на раз-два расплюнуть им, устроить вот такой скандал. Так, поехали дальше. В общем, к нам пожаловала ваша бывшая, я так подозреваю. Давайте-ка теперь спросим у карт, а почему же вы стали ее идеалом, да, вот она к нам пожаловала, это «Здрасте, приехали» называется, да? Почему же вы стали идеалом, как бы вы сейчас не в тех отношениях, чтобы стать идеалом для нее? Это что-то вообще умопомрачительное. А знаете, вот потому что все познается в сравнении. Она сейчас только вот спустя время она поняла, что у мужчину такого, как вы, либо же, ну, хоть немного похожего на вас, вот именно в отношении, она вряд ли уже найдет. Это своего рода бумеранг, вот сейчас по ней бьет. Когда рядом, ну, я не вижу у нее стабильных отношений, абсолютно.
Я не вижу такой комфортной, классной жизни, которую вы давали. Ту помощь, ту заботу, тепло, то есть все, что вы давали, да, и финансы, и подарки, она далеко не имеет в тех количествах. Абсолютно она не имеет. И сейчас она понимает, что вот она реально потеряла, ну, чуть ли не идеального мужчину, да. Понятно, что в прямом смысле слова, конечно, идеальных людей нет. Но вот в таком немного утрированном понятии, получается, она поняла, что вы все-таки были лучшие из лучших, вот из тех мужчин, которые у нее были. И которые были после вас, потому что после вас, конечно же, у нее были мужчины. Это были какие-то короткие непонятные связи, да. У некоторых может проигрываться, что она небольшой период жила, да, с мужчинами, по крайней мере, пыталась как-то устроить свою личную жизнь, пожить, но долго ее никто не терпел. И посылали далеко и надолго. Поэтому у нее своего рода такая вот, знаете, то ли ностальгия, сожаление какое-то, вот именно за тем временем, которое было с вами. Она вот вспоминает, как вы к ней относились, и она просто сравнивает с тем отношением, которое было от других мужчин. Вот довольно часто прозрение наступает именно во время сравнения. Это всегда и у всех так, и у мужчин, и у женщин. Вот все познается в сравнении, это золотая фраза просто. Когда у тебя рядом есть человек, который готов горы свернуть ради тебя и звезду с неба достать, ты его просто начинаешь не ценить, да, вот многие женщины это делают, хотя и среди мужчин есть косяки, да, разные мужчины есть, ну чего греха таить, да, вы все прекрасно знаете, что и мужчины есть разные. И чем больше вот как-то, знаете, вот ну, закон подлости, наверное, вот работает. Чем больше ты вкладываешься в человека, своего партнера, тем больше это не ценится, к этому привыкаешь. И это начинают уже воспринимать, ну, как данность, как будто вот ты должен это делать. Хотя, по большому счету, в этой жизни никто никому ничего не должен. В отношениях, согласитесь, в отношениях все делается именно от души. Мы любим человека, потому мы вкладываемся, мы заботимся, мы задариваем подарками. Да? Вся эта забота, нежность и ласка просто потому, что нам хочется этого. Не потому, что вот я должен, да? Напишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. Что именно когда любишь человека, это все от души. Ты хочешь горы свернуть просто потому, что ты любишь человека. Просто потому, что ты хочешь сделать счастливым. Потому ты готов отдать последнюю рубашку с себя. Правильно ведь? Ну, правильно я говорю. Я знаю, что правильно. Я думаю, вы со мной согласитесь. Поэтому вот такие люди, они очень часто не ценят. И вот сейчас она, когда она это потеряла, да, вот женщина, которая была залюблена, задарена, да, я не говорю, что вы там все олигархи, нет, конечно. Каждый из вас старался в меру своей возможности, да, и финансы у всех разные, и доходы у всех разные. Но тем не менее вы старались как умели. Вы это делали от души, да? Но это не оценилось. И она только поняла это сейчас, вот кого она потеряла. Конечно же, она вам этого не скажет. Она этого не покажет, потому что у нее корона упадет. Она ни в коей мере вам даже не намекнет на это. Но вот я скажу, она очень ностальгирует за тем периодом, когда мы были вместе. Это ее даже маленькая тайна, я вам скажу. Это настолько вот такая вот ее какая-то интимная даже тайна. Я думаю, она с ней вообще ни с кем даже не делится. Это то состояние, когда вот некоторые женщины ночами рыдают в подушку, а утром она одевает корону, идет вся такая королевишна. Вот приблизительно из этой оперы. Поэтому, ребята, вы, в принципе, можете гордиться, что вы стали лучшим из лучших, да. Понятно, что такая ситуация произошла непростая, которая причинила вам много боли, много страданий, много разочарований. И теперь, конечно, вы стоите в жизненном тупике, да. Понятно, что, ну, я думаю, наверное, у большинства из вас есть все равно внутренний некоторый такой небольшой страх перед будущим. Я имею в виду вот будущие отношения. Потому что если человека хоть раз предадут, есть, а тем более для мужчины, это задетое самолюбие, это капец, это просто удар ниже пояса.
Такое не прощается, такое не забывается, и такое, конечно же, надолго откладывается в памяти. Поэтому я понимаю, знаете, я вот искренне вам сочувствую, потому что я знаю, что такое э, быть преданным. Я знаю, что такое чувствовать, когда тебе больно, когда тебе плохо, да. В принципе, если разобраться, то, наверное, ну нет таких людей, которые в своей жизни не переживали бы вот какое-то предательство, ту же измену, да. Ну, практически, может быть, 1 на 1 000 000 и есть. Вот если по большому счету так брать, кто-то по молодости, да, может быть, там кому-то изменял, кто-то уже в более позднем возрасте. Ну, то есть вот это состояние, когда тебя предают, это, ну, знаете, это как маленькая смерть. Вот развод вообще психологи сравнивают с маленькой смертью. Развод по болезненности ощущения, он стоит на 2-м месте после смерти. Поэтому так тяжело и переносится. Для некоторых реально это чуть ли даже не на одном уровне, да, вот что развод, что такое смертеподобное состояние, потому что когда ты теряешь смысл жизни, если ты зависим безумно от человека, то это состояние, которое без специалиста вы не сможете побороть. Поэтому я вас призываю к тому, что если вы чувствуете, что вам настолько тяжело, что вы сами не можете выкарабкаться, особенно если прошло много времени после развода, я бы вам советовала обратиться все-таки либо к психологу, психотерапевту, может быть, даже в некоторых случаях придется к психиатру обратиться, потому что глубокая депрессия так быстро, легко не проходит. И иногда просто одними таблеточками дома это дело не обходится. Некоторым нужен даже стационар, к сожалению. Поэтому вот как-то так, ребята. Вот такой у нас расклад сегодня психологический получился. Да, я вот стараюсь прислушиваться к вашим пожеланиям. Такие вот у нас психологические расклады получаются. Я думаю, как вы мне пишете, что все-таки они пригодятся, и мои советы, и такая подача, потому что, ну, сидеть просто сухо рассказывать про туз пентаклей и королеву мечей, ну, как-то вообще неинтересно, да? А вот именно таким простым житейским языком, как я вам пытаюсь преподнести, да, с психологической подачей, я думаю, это будет всем понятно и приятно. Поэтому вы можете гордиться тем, что ваша бывшая поняла сейчас, кого она потеряла, что вы были, да и остаетесь лучшим из лучших для нее. Но уже что назад, как бы назад дороги нет, да, ничего не вернешь. Возвращать, ну, смысла нет. Я уже не раз говорила в своих видео, что, ну, какой смысл возвращать человека, который вас предает? Кто предал 1 раз, предаст и 2-й раз, и 5-й, и 10-й. Поэтому дважды в одну реку лучше не входить. Вода уже будет совсем другая в этой реке. И это правда. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!